Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. В прошлом ролике мы разобрали классический бросок, заднюю подножку в терминах дзюдо Сото Гари. В этом ролике мы разберем другой мой любимый бросок, подхват под одну ногу, в терминах дзюдо Учимата. Этот бросок технически более сложный. Я бы сказал, что он менее интуитивно понятен. В наших боях я использую его реже, однако считаю его эффективным и достаточно хорошо подходящим для боев в доспехах. Ну, для освоения давайте вернемся в зал. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. В предыдущем выпуске мы разобрали вариант задней подножки, в том виде, в котором его можно использовать для ИСБ. В этом выпуске я расскажу о таком броске, как подхват под одну ногу. Как осуществляется бросок? Вам нужно все так же сломать ось противника, чтобы он не мог стоять прямо, должен таким образом. Зашагнуть правой ногой между ног противника. Уже из этого положения вам нужно осуществить сильное маховое движение правой ногой и выбить его левую ногу, запустить ее вверх. В идеале так сильно, чтобы его правая нога тоже оторвалась. Тогда вы сможете закончить движение руками, и противник окажется на земле. Какие варианты захвата вы можете использовать для осуществления этого броска в условиях ИСБ? Что касается левой руки, это будет либо захват сверху, когда вы сгибаете локоть вашего противника и подкручиваете его, так же как на заднюю подножку. Либо это будет захват с подмышкой, когда кисть вашего противника вы зажимаете подмышкой и воздействуете таким образом. Правая рука, она окажется либо на спине противника, в тех случаях, когда противник вашего роста или ниже, либо она окажется под рукой вашего противника в случаях, если он выше. Вероятно, особенно в доспехах, у вас не получится создать настолько сильное маховое движение, чтобы противника подкинуло воздух, и вы там могли руками закончить бросок. Скорее всего, вы окажетесь в ситуации, когда вы махнули правой ногой, нога вашего противника лежит на вашей ноге, и вы оба стоите в позе ласточки. Вот так. В этой ситуации есть несколько вариантов развития. Первый, продолжая движение руками, вы начинаете прыгать на вашей левой ноге, как бы смещая противника. Да. Второй вариант развития этой ситуации. Напомню, вы стоите оба в позе ласточки на одной ноге, и вы уже не можете создать маховое движение еще раз, чтобы его подкинули. В таком случае, и вы не хотите прыгать на левой ноге. В таком случае вы чуть-чуть заваливаете ваш таз по направлению к противнику, одновременно блокируя его опорную ногу, скажем, вашей правой ногой. Показываю. Я начинаю заваливаться вправо. Для того, чтобы заблокировать правую ногу, вы также можете использовать свою свободную руку, точнее освободить свою левую руку и использовать ее. Раз. Жек, все классно? Все классно. Отличие этого броска от броска, разобранного в предыдущем выпуске. Здесь почти всегда ваш захват должен быть у вашего противника за спиной, поэтому есть риск, и он не маленький, что противник вас тянет с собой. Будьте аккуратны, держите равновесие. Ваша рука может быть либо здесь, либо здесь. Покажем. Либо бросок. Держим за спину. Но левая рука все так же лежит на локте. Раз. Два. Также стоит сказать, что бросок штука обоюдная, вы оба держитесь друг за друга, вы и ваш противник. Поэтому в тот момент, когда вы его бросаете, он может как минимум попытаться утянуть вас
за собой. В тот момент, когда ваш противник упадет, скорее всего, он будет пытаться утянуть вас с собой, и вам нужно будет максимально быстро поставить ногу в то место, которое позволит вам сохранить равновесие, чтобы он вас не утянул с собой. Давай попробуем. Друзья, в последних 2 роликах мы разобрали 2 моих любимых броска. Надеюсь, видео были для вас полезными. Однако, если вы захотите изучить их хорошо, разумеется, видеоуроков мало. Поэтому найдите себе хорошего тренера по самбо или дзюдо, который поставит вам правильную технику. Первоначально мы планировали в конце написать «Ни один Евгений не пострадал». Но, к сожалению, это не так. Женя Астафьев во время съемок несколько раз неудачно упал и отбил себе локоть. В итоге был вынужден пропустить несколько недель тренировок. Жека, выздоравливай, ты герой. Большое тебе спасибо. Ребят, на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Ну, вы сами все знаете. Счастливо. Пока. В терминах дзюдо. Я забыл термин дзюдо. В идеале настолько, чтобы его правая нога оторвалась от земли, не от него. Жень, как эмоции? Замечательно. Мы очень благодарны Евгению, потому что я бы не смог так лихо бросать высоких и здоровых пацанов. Спасибо, Женя, за то, что решился на помощь. Просто отказался, потому что испугался. Да. Найдите себе хорошего тренера по самбо или дзюдо, который поставит вам правильную технику. Да. Да. Жека, большое тебе спасибо, ты герой. Лечись. Ты больной, лечись.